Всем привет! Сегодня мы будем шить детские качели. Для этого нам понадобится в первую очередь это плотная ткань. Я буду использовать ткань DAC. Она достаточно плотная, и плюсом ее является то, что она не задерживает на себе влагу. Вы также можете использовать, например, джинс. Если, например, у кого-то осталось много старых джинсов, также можно сделать качели из них. Если у вас ткань недостаточно плотная, тогда можно проклеить дополнительно с изнанки плотным флизелином или дублерином. Я на нескольких деталях проклеила по краям флизелиновой полоской, так как у меня эта ткань очень сильно сыпется. Также, как вариант, вы можете добавить к материалу слой синтепона. А еще лучше, если вы добавите и синтепон, и проклеите флизелином все детали. Также нам понадобятся палочки, 4 штуки. Длина у них примерно 40 сантиметров. Чтобы сделать такие палочки, я купила обычный черенок для швабры, обычную палку для швабры. Она была длиной 120 сантиметров. Муж мне помог разделить на 4 части и просверлить дырочки. Дырочки просверливаем на расстоянии где-то 1,5-2 сантиметра. А диаметр вы уже выбираете сами под диаметр шнура. У меня шнур 8 миллиметров, дырочки муж мне просверлил 7 миллиметров. Также не забываем, что все края, все эти палочки должны быть хорошо зашкурены быть, чтобы малыш нечаянно не зацепился за щепки. И также желательно покрыть лаком. У меня сейчас они не покрыты лаком, я позже их покрою. Также понадобится нам вот такая вот плотная веревка. Называется у меня шнур плетеный. Диаметр вы выбираете сами. Главное, чтобы посмотреть, чтобы он был достаточно прочный для качелей, чтобы выдержал вес ребенка. Размер детали у нас следующий. Две детали будет 90 на 27 сантиметров, 2 детали 27 на 28 сантиметров и 2 детали 16 на 28 сантиметров. Как я уже говорила, вы можете также добавить слой синтепона по одному слою. И также флизелин либо дублерин на ваше усмотрение. Также я еще говорилась, палочки у нас не 40 сантиметров, а 30 сантиметров в длину. Берем наши детальки, складываем лицом к лицу и прострачиваем мы по 3 сторонам, вот здесь. То же самое и с вот этими вот тонкими деталями. Также складываем лицом к лицу и прострачиваем по 3 сторонам. Прострачивать будем на ширину лапки, либо на сантиметр. Я буду прострачивать на сантиметр. Вот эти вот уголки срезаем, не доходя до строчки пару миллиметров. И выворачиваем на лицевую сторону. Аккуратненько расправляем швы и проглаживаем вот эту вот всю деталь. Точно так же мы поступаем с этой деталью, только не забываем, что те, которые по 28 сантиметров в стороны, это боковые. То есть мы прострачиваем 2 боковые и 1 верхнюю. И после того, как мы прогладили,
Мы прострачиваем по краю вот этим 3 сторонам. Можно, в принципе, эту сторону тоже уже застрочить. Прострачиваем где-то на пару миллиметров, либо на ширину лапки, как вам больше нравится. Вот так вот получается. И то же самое с другой деталью. Вот такие у нас получились детали спинки и переда. Теперь мы должны соединить все наши детали. Раскладываем наши 2 длинные детали лицом к лицу. Я отметила середину заранее. Складываем просто пополам и так вот загибаем края и отмечаем карандашиком. И здесь то же самое, нам нужно найти середины. И теперь между вот этими вот нашими слоями, вот этими длинными полосками, мы вкладываем наши детали. Вот эту деталь и вот эту лучше подогнуть вот так вот и зафиксировать булавками, чтобы край не пристрочился в другой стороне. Пристрачиваем. Я буду также прострачивать на сантиметр. Прострачиваем мы по всему периметру, и можно где-нибудь сбоку, допустим, оставить отверстие, чтобы вывернуть. Тут на ваше усмотрение, где вам удобнее, там оставляйте место для выворачивания. Убираем все булавки и также подрезаем вот здесь вот уголки. И с другой стороны тоже.
Эту деталь мы теперь всю также разравниваем, швы выправляем. И опять же проглаживаем утюгом. Вот здесь, где мы отверстие оставляли, тоже аккуратненько загибаем и проглаживаем. Все аккуратно, чтобы было. После того, как все прогладили, это отверстие можно зашить потайным стежком, можно в крайней швейной машинке. И также обстрачиваем всю деталь, как мы делали вот эти вот детальки. И особое внимание уделяем тоже здесь. Крепенько пристрачиваем, чтобы шов был еще крепче. Теперь на всех наших частях 4 нужно отметить, где пристрочить для палки. Берем одну палочку. На какой-нибудь части вот так вот смотрим, где нам ее пристрочить. Отмечаем, вытаскиваем палочку и прикалываем. Можно, допустим, отметить карандашиком. Примерно сколько. И на остальных отмечаем столько же. И теперь прикалываем аккуратненько и пристрачиваем. Можно по этой же строчке, можно сделать 2 строчки, тоже чтобы было крепче. Так на всех этих частях. Обязательно проверяем после того, как прострочили. Так вот должно получаться. Остальные детали то же самое. Когда мы все прострочили, можно вставлять палочки. Вот так вот получается. И осталось все скрепить веревкой. Длину веревки вы выбираете сами, в зависимости от высоты, которая вам нужна. Можно также отрезать 4 части веревки. Можно сделать 2 раза длиннее. Допустим, если вам нужна высота примерно метр, тогда отрезайте 2 метра. Если, например, 2 метра вам нужна высота качелей, тогда отрезайте 4 метра, либо 2 получается по 4 метра, либо 4 веревки по 2 метра. На ваше усмотрение. Также по поводу креплений. Крепления выбираете сами, то есть карабины, кольца, крюки, к чему вы будете крепить, в зависимости от помещения, либо просто веревки так и останутся, если вы, допустим, будете крепить на дерево. У меня висит турник, поэтому я попозже подыщу
карабины нужного размера и повешу на карабины. А пока можно подлиннее просто сделать веревку и просто петлей. Итак, я отрезала, померила, сколько мне нужна длина. И у меня получилось 2 веревки примерно по 3 метра. Еще раз повторюсь, длину вы измеряете сами, в зависимости от той высоты, которая вам нужна, куда вы будете ее подвешивать. Если, например, к потолку, то нужна будет больше, тоже в зависимости от потолка, какая высота у вас потолка. Так, раскладываем наше основание, которое короткое у нас. Это у нас перед, спинка и бока. Как укладывать палочки, вы тоже, как вам нравится, делаете. Можно уложить палочки наверх, с одной и со второй стороны, то есть боковые палочки наверх. Можно боковые палочки сделать под низ. Также, по желанию, если у вас есть возможность найти деревянные бусины, можно на веревку также добавить бусины между палочками, можно наверх палочек, под низ палочек. Итак, берем веревку, шнур и продеваем под палочки. Так как у меня тяжело продевается вот этот шнур, я вот так вот конец обмотала скотчем так подлиннее, чтобы проще проходил. Вот так вот получается. И здесь завязываем крупный плотный узел на концах. То же самое с другой стороны, продеваем веревку. Пока предварительно получается вот такая вот качеля. Точнее, не предварительно, а получается такая качелька. Также сюда можно добавить матрасик и подушечку. Подушечку сшить можно по любому из моих видео по пошиву бортиков. Я добавлю весь плейлист в описании. Там абсолютно разные бортики, можно из зверюшек разных, что угодно, либо обычную квадратную подушечку. Размеры все для этих качелей будут подходить. Если вы захотите сделать еще дополнительно матрасик, тогда размеры его будут точно такие же, как вот. Размеры будут точно такие же, как вот этого вот матрасика, вот этой вот детали. Также она будет 2 детали вот такие и деталь из синтепона. Просто сшиваем 2 прямоугольника лицом к лицу. На низ кладем слой синтепона. Прострачиваем, оставляем место, чтобы вывернуть. Выворачиваем, проглаживаем, зашиваем отверстие. Получается матрасик. Либо можно просто ограничиться подушечкой. На концах вот здесь вот можно сделать петли. Только смотрите, чтобы они были на одной и на второй веревке одинакового размера. Вот такие вот петли. И уже здесь подвешивать уже карабины, выбирать либо другое крепление. А вот эти концы можно также подрезать, только не сильно близко к узлу, и также опалить зажигалкой, чтобы шнур не распускался. Также можно вложить подушечку не только на спинку, но и под низ бортик. Вот я как раз положила 2 бортика. Также удобно будет использовать слитный бортик. У меня есть как раз видео, оно будет в той же папке, которую я добавлю в описание с бортиками. Слитный бортик, он наподобие такого двойного матрасика. Тоже отлично подойдет. Ну и на этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!